Сколько денег заработала компания в 2023 году? Общий оборот продаж составил около 100 миллионов. Так знаешь, с понедельника по пятницу работал, по выходным дома продавал. 5000 квадратный метр Буковель. Я считаю, что это просто сюр и абсурд. Бали и Таиланд, мы видим вот такие два азиатских тигра. Искусственный интеллект. Убьет ли он брокеров? У нас были покупки вилл там за 5 миллионов. Самое смешное, что большинство людей не готовы много зарабатывать. Друзья, всем привет, с вами Антон Тараненко. Сегодня у нас в гостях международный девелопер, агентство, которое работает на многих рынках недвижимости, Вячеслав Фоменко. Слава, привет. Приветствую, Антон. Мы поговорим о том, где строят сегодня, о том, почему украинский бизнес заходит в девелопмент и о том вообще, кто такой Слава и почему агентство Hyatt Estate одно из топовых агентств на рынке не только Турции, но и сейчас, мне кажется, захватывает весь мир. Вячеслав Фоменко, 40 лет, основатель агентства зарубежной недвижимости Hyatt Estate и девелопер. 4 офиса в Украине, Турции и на Северном Кипре, а также в Казахстане. Недвижимость в 20 странах, 120 сотрудников, больше 1500 довольных клиентов. Слава, мы сегодня будем говорить не сколько про, наверное, только твой бизнес, но и скорее про тебя. Мне интересно знать в целом, как ты пришел в эту отрасль и в целом, как у тебя все получалось. Но перед этим давай, конечно же, попросим всех наших зрителей подписаться. Если вы не подписаны, сделайте это прямо сейчас. Колокольчики, комментарии приветствуются, потому что очень важно получить вашу обратную связь. Тогда контент будет более интересным в следующем. Не ленитесь, лайк, подписка, колокольчик. Да, супер. Слушай, ну давай начнем с того, как ты вообще пришел в эту отрасль. Я знаю, что ты мой земляк, ты же из Донецка. И в целом, не хочу, конечно, никого обидеть, но ребята из Донецка всегда достигают определенных каких-то своих целей, которые они поставили. Глядя на твой бизнес и на тебя, я понимаю, что как минимум часть из того, что ты себе запланировал в этой жизни, у тебя удалось. Давай несколько слов о том, как вообще пришел в бизнес Real Estate. Да, слушай, путь был долгий на самом деле. То есть я, в принципе, сначала работал на телеканале, на телевидении несколько лет. После этого у меня был... Нет, я работал 3 года, я был режиссером монтажа. Супер. Да, то есть я делал новости, в Донецке это еще было, в Донецке, потом я переехал в Киеве какое-то время поработал, Класс. Потом меня тянула на тот момент банковская сфера, мне были интересны банки, я первое образование получал айтишника, вот когда работал, параллельно учился на айтишника, но айтишником не стал, вообще это не мое. Дальше у меня было второе образование финансы, и параллельно работал в банке. Я работал в венгерской банковской группе OTP, был продакт-менеджером, то есть разрабатывал новые банковские продукты. Но опять же, там несколько лет я проработал в этой структуре, сначала было интересно, прикольно, потом, все больше ты сталкиваешься так с бюрократией, и все больше у меня появлялось желание запустить какой-то свой бизнес, в котором я уже сам буду устанавливать правила. И, в принципе, параллельно с работой в банке я начал инвестировать в недвижимость. То есть плюс-минус одновременно пошел у меня процесс работы в банке и инвестиции мне приносили больше, чем приносила там основная работа. Я присматривался к интересным объектам недвижимости, покупал, то есть, в принципе, там первые объекты там занимал у друзей. Ты уже в Киеве, да, был когда? Я был уже в Киеве, первый свой объект я купил в своем родном городе Дебальцево, это Донецкая область, там купил, перевел там в коммерческое помещение, продал. Дальше, собственно, у меня были ряд объектов был в Черниговской области, это были дома такие условно под Киевом, там 70-80 километров от Киева. Я насобирал там целый пул таких домов, у меня был инвестор, с которым мы их вместе покупали, ремонтировали, продавали, это я все по выходным делал, то есть я так, знаешь, с понедельника по пятницу работал, по выходным дома продавал. И, собственно, вот лет 5 я, получается, занимался недвижимостью в Украине, такой вот. В 2012 году я был в каком-то, поиске новых идей и новых смыслов. Я забрел на выставку зарубежной недвижимости. В МВЦ.
Да, в МВЦ. Мне там очень понравился формат недвижимости зарубежной. Я на стенде турецком простоял там, наверное, минут 40, позадавал кучу вопросов, увидел, что за те деньги, за которые ты в Киеве купишь хрущевку, там ты можешь купить просто там Слушай, классную... ну тогда были по 30, по 50 тысяч квартиры в Анталии на первой линии, там что-то совсем Ну, какие-то. чуть, ну, я себе помню, чуть цены дороже, но суть в том, что да, были намного дешевле цены, чем сейчас, да. Плюс ты по цене хрущевки мог купить квартиру там в комплексе условно 5-звездочного уровня с бассейнами, там, саунами, хамамами, уже с ремонтом. Ну, то есть классные проекты. После этого я вдохновился, я поехал в Турцию один раз, поездил, посмотрел, поизучал, потом поехал второй раз, уволился из банка, открыл компанию. Плюс-минус параллельно я сначала провел там первую сделку, там первый клиент у меня купил в комплексе. Сам? Ну да, то есть я с ним съездил, как бы я в принципе первые там пару лет сам летал там со многими клиентами, я раз 10 в год влетал в Турцию, при этом продолжая жить в Киеве. Плюс я сам параллельно заинвестировал там в свой первый объект турецкий. Собственно, там с рассрочкой, по частям, там, по чуть-чуть выплачивал, там, не имея на руках, грубо говоря, всей суммы, ну, я понимал, что буду продавать, зарабатывать и инвестировать дальше. Ну, и, в принципе, с этого, собственно, бизнес начался. И дальше, по мере, скажем так, моего углубления в этот рынок, там появлялись новые клиенты, появлялись новые сотрудники, мы развивались. После Турции запустили направление Испании, после Испании запустили Таиланд, и так потихоньку-потихоньку А у вас в каком? дошли до того, что у нас сейчас вот 20 стран, которые 20 мы продаем, и 2 страны, в которых мы строим. А в каком году вы открыли офис в Турции? В Турции мы открылись в 2014 году, да, в 2014 году. 20 стран. 20 стран. Достаточно большое количество направлений. Сколько всего офисов? Ну смотри, у нас 2 офиса в Турции, у нас офис в Украине и офис в Казахстане, в Алматы. В остальных странах у нас представительство, то есть там у нас по 2-3 человека. А в Турции в каких городах? В Мерсине и в Алании. Окей. Слушай, ну, такой достаточно интересный путь, плюс, мне кажется, такой объем. Давай про деньги. Вот ты как-то писал пост, я помню, если не ошибаюсь, в конце 22 года. Вот я не помню, в 23-м ты писал нет. Давай на 23-й. Вот сколько денег заработала компания в 23-м году? Смотри, я не отвечаю на вопросы про доход, чтобы никто не считал, сколько мы там чего заработали. Я могу сказать, что общий оборот продаж составил около 100 миллионов, 103, там, если быть точным, 103 миллиона евро, на которые напродавали. Там, считать там, рентабельность, затраты как бы не будем. Я только скажу, что как агентство недвижимости бизнес не высокомаржинальный, конечно. То есть, во-первых, ты получаешь только комиссионный доход от этого оборота. Во-вторых, у меня очень высокие на самом деле затраты на рекламу, команду, очень нельзя сказать, что это там высокомаржинальный бизнес. Ну да, то есть типа взять там условно 7, 10 или 5%, умножить на 100 миллионов, получить сумму и сказать, что вы именно эти деньги заработали, это будет некорректно. Да, да. Хорошо, а если мы говорим про личную историю, вот у тебя же есть какой-то свой, условно говоря, финансовый формат, и ты план года. Вот ты для себя в 2023 году достиг вот всех тех своих задач? Ну, условно, если ты не отвечаешь на вопросы, сколько зарабатывала компания, ты можешь сказать, сколько ты заработал конкретно? Как предприниматель? Смотри, я тебе опять же сравнительными характеристиками. Я в 23-м заработал меньше, чем в 22-м. Так. Потому что 22-й был такой вообще, в принципе, пиковый год по продажам. Потому что в 22-м все в начале войны выехали, и все начали резко диверсифицировать свои активы за рубеж. То есть, и, естественно, к нам посыпалось большое количество обращений, у нас резко вырос там штат сотрудников, все активно начали там покупать, инвестировать и так далее. То есть 22 год у нас был пиковый с точки зрения там продаж, доходов, всего остального. В 23-м у нас продажи, мы плюс-минус удержали на уровне 22-го, но очень сильно упала маржинальность за счет того, что стало намного больше затрат. То есть мы начали там тратить больше рекламный бюджет, у нас появилось больше сотрудников, стало больше, мы начали делать это все более профессионально, более инфраструктурно, тратить больше
денег, но объем мы сумели сохранить, но не сумели его сильно увеличить. Окей. Поэтому вот такая сейчас позиция, диспозиция. Окей, а вообще на что тратишь? Ну, вот твои Лично я, ты имеешь Да, в виду? да. Ну, компании, понятно, ты сказал, тут операционные затраты. Мне интересует, вот, условно, там, я не знаю, сколько ты зарабатываешь, ты так и не сказал, но интересно тогда понять, как ты распоряжаешься этим. Как предприниматель. Расскажу тебе, да. Смотри, я такой человек, мне легко тратить, мне легко инвестировать, то есть я большую часть заработанных денег я инвестирую, и большую часть инвестиций это у меня недвижимость, то есть недвижимость, преимущественно... В твоем портфеле занимает доминантную позицию. Да, абсолютно. Ну, то есть 80% инвестиций это недвижимость. Сколько у тебя общее количество метров ты прикидывал примерно в твоем портфеле личном? Мы сейчас про географию не говорим. Я прикидывал, опять же, ты хочешь из меня вытащить какие-то цифры, я понимаю, что это интересно зрителям. У меня принципиальная позиция, я не озвучиваю количество там своих там доходов, прибыли личной, там метры. Я скажу так, что у меня есть объекты в там нескольких странах, в которые я инвестирую либо сам, либо инвестирую вместе с нашими инвесторами. И да, мои основные инвестиции — это недвижимость. Также у меня есть там минимальные инвестиции там в криптовалюту, минимальные, потому что это высокорисковый такой инструмент, там чуть-чуть что-то можно взять, там без фанатизма. И есть еще займы, то есть под залог недвижимости в моем портфеле. Есть там, понятно, наличка, которая немного, она условно лежит и ждет, куда ее правильно вложить. Окей, на что тратишь? Вот такой. Трачу... Кроме недвижки. Наверное... Окей, это реинвестирование такое. Да. А давай сколько тебе жизнь обходится? У тебя, я знаю, прекрасная жена, ребенок, пока один, да, если не ошибаюсь? Да, мы с тобой познакомились, у тебя только он родился, я помню. Да. Да, прекрасно. Сейчас ему 2 года. Вот ты сейчас же в Алании живешь, да? Основное место. Твой примерный, как предпринимателя. Просто, знаешь, всегда почему-то думают, что если ты девелопер или ты в реал-эстейте, то значит, ты достаточно много зарабатываешь, потому что 67% всех денег, они в камнях, но не в драгоценных, а в бетоне, мировых денег. И всегда думают, что, сколько, как, знаешь, интересно, на что ты тратишь. Мои друзья из сферы криптовалют или там из некоторых других сфер зарабатывают больше, хотя, скажем, не имеют всей этой инфраструктуры, всего этого головняка, который имею я. Смотри, если говорить о том, на что я трачу, то я веду такую статистику, я в этом плане такой, знаешь, замороченный. У меня есть там все цифры. У меня каждый год увеличивается доля моих затрат на путешествия. То есть я люблю очень путешествовать, это мое главное хобби, и я, в принципе, постоянно езжу там в разные новые места, и путешествия становятся дороже. То есть, условно говоря, я если раньше объезжал больше стран Европы, то в прошлом году я посетил последнюю для себя страну Европы, то есть в европейских странах я во всех побывал. Ты в Ирландии был, да? В азиатских в половине. Последняя у меня была Исландия. Исландия, окей. Да. Во многих странах я побывал уже по несколько раз. В Азии я побывал в половине стран, в некоторых странах Америки и так далее. То есть сейчас у меня 85 стран, где я был. Цель и мечта и задача посетить все. Весь мир. Кругосветка. Да. Длиной в жизнь. Планирую. Окей. Получается, у тебя качество твоих путешествий растет или количество? Вот ты тратишь деньги, это хорошая история. Ага. Я за тобой слежу, и я вижу твои в основном. Если не знать, чем ты занимаешься, можно сказать, что ты в том числе и travel-блогер. Да, потому что ты очень много про это пишешь. И пишешь достаточно интересно. Вопрос в том, у тебя, ты говоришь, я увеличиваю, у тебя процентом растет качество или все-таки количество этих путешествий? Смотри, я тебе так скажу, я мог бы путешествовать все время. То есть у меня нет такого момента, что мне не хватает денег на путешествия, денег хватает, времени не хватает всегда. То есть вопрос в том, что они просто становятся дороже, потому что я теперь езжу в какие-то более далекие страны, более дорогие страны. То есть, условно говоря, поехать на месяц попутешествовать по Восточной Европе и поехать на месяц попутешествовать по Канаде, это в несколько раз отличаются эти затраты. То есть отели, еда, все значительно дороже. И так далее. Окей, а если мы говорим про личный бренд в брокерской сфере, в real estate, насколько он важен, как ты считаешь? Классный вопрос, я скажу, он
очень важен, он супер важен, но лично я этот вопрос не дожимаю. То есть мне важно как бы там выводить бизнес на новые уровни, мне важно там развиваться, там важно зарабатывать, но у меня, наверное, какой-то есть свой затык, то есть я не... Для меня важен и мой комфорт. Мне не сильно конгруентно там ежедневно постить, знаешь, 20 сторис, там, ежедневно делиться там большим количеством информации о своей жизни. Я не люблю, знаешь, как бы выставлять на показуху там какие-то моменты, связанные со своей личной жизнью, что я там купил, там, какие у меня... Ну, вот, как видишь, я там не люблю отвечать на вопросы, там, сколько денег заработал, на что потратил. Я вот могу сказать, что там больше я все-таки инвестирую, чем трачу, то есть я там далеко, ну, значительно меньшую часть трачу из того, что зарабатываю, я как бы все в квадраты, там, знаешь, в кирпичи, в девелопмент, ты там, туда-сюда. Максимально принадлежишь своему направлению и идентифицируешься с ним. Ну, круто. Я хочу выйти на позицию инвестора, такого, там, через несколько лет выйти на позицию, где я буду много инвестировать, но меньше быть в операционке. Я, в принципе, к этому иду очень активно, чтобы иметь возможность больше путешествовать, писать книги об этом. Класс. Вот цель такая. Ну, мне кажется, да, из того, что я чувствую, твое второе признание — это все-таки кругосветка, друг мой. Поэтому, есть такая цель. Может быть, мы и увидим Славу Фоменко, который будет снимать. Может быть, travel-блог тебе будет заходить намного круче. Или, как ты сказал, книги. А если конкретизировать, по тебе понятно, но я с тобой не согласен, что ты не уделяешь время. За последние несколько лет ты подрос как личный бренд, и ты начал переформатировать агентское историю в личное. В основном все бывает иначе. Есть человек, а за ним уже идет бизнес. У тебя произошла обратная трансформация. Я тебе скажу, с точки зрения продаж, наоборот, лучше модель, ту, которую сейчас ты делаешь. То есть, когда ты прокачал бренд-компанию. Потому что у Вячеслава Фоменко сегодня могут купить, а завтра нет. А у Hyatt Estate покупают всегда. И это очень важно. И как ты говоришь, завтра Вячеслав Фоменко может ничего не писать у себя в Инстаграме, а Hyatt Estate будет регулярно постить. Поэтому, поверь мне, твоя модель, она весьма рабочая. И очень много бизнесов, особенно таких, ну давай возьмем их, системно-структурных типа девелопмента, они не публичны, если говорить откровенно. Не считая Дональда Трампа, конечно. Вот. Если говорить про личный бренд все-таки брокера, вот очень быстро, как ты считаешь, брокер, мы сейчас не про тебя и не про там руководителя агентства, а про линейных ребят, команду. Как ты считаешь, важно иметь там вот свою страничку в Инстаграме? Продает ли это? Я считаю, что да. Вот опять я повторюсь, если это человеку конгруентно, если он в этом, если он сам кайфует от того, что он делает. У меня много примеров, я вижу как бы и своих сотрудников своей компании, и там сотрудников других компаний, которые классно ведут страницу, которые этим горят, которые там со своей аудиторией общаются, там все постоянно снимают, там рассказывают об этом, им это заходит, они в этом как бы варятся, им это нравится, это чувствуется. То есть ты считываешь, что как бы человеку это конгруентно, он как бы в своей тарелке. И тогда ты ему веришь, ты у него покупаешь. А если человек, как бы он, не знаю, он интроверт, он не хочет об этом говорить, а его заставляют из-под палки. Мы одно время пытались сказать всем нашим там сотрудникам, так, ребята, все ведем личный бренд. Посмотрели, что те, кто этим не хотел заниматься, даже если они там из-под палки начали там вести... Больше продаж у них не стало. Да, то есть они это делают не так, оно не читается, оно как бы, оно чувствуется, оно типа не трушно. Ты понимаешь, что типа человек это делает как-то не так. Оно читается. Понял. А если говорить про брокеров, ты набираешь команду новых людей. 3 принципа, по которым именно ты выбираешь. Так, достаточно коротко, если можно. Слушай, я над этим не думал. Давай попробуем. 3 принципа. Наверное, первое — это честность. Потому что в нашей сфере... как бы соблазны могут возникать у разных людей, и мы, честно сказать, мы с этим начали, по мере роста компании, мы начали чаще с этим сталкиваться, что честность — это прям очень важно. Второе — это амбициозность, то есть человек должен не останавливаться на достигнутом, потому что очень часто человек пришел, сделал каких-то пару продаж, получил денег больше, чем он получал до этого там за полгода, и такой вау, и сидит как бы дальше в носу ковыряется, отдыхать поехал, там купил себе там
iPhone, туда-сюда, и оказывается, что у него были совсем небольшие базовые потребности, удовлетворив их, ему больше ничего не надо. Вот нам такое неинтересно, потому что мы вкладываемся в этих брокеров, вкладываемся в сотрудников, мы тратим там большое количество там своих энергии, ресурсов, и мы хотим как бы ответ. Нам интересны люди, которые А-плееры, которые готовы идти за результатом и готовы много зарабатывать. Самое смешное, что большинство людей не готовы много зарабатывать. Они хотят чуть-чуть заработать, чтобы как бы им было комфортно и сильно не впахиваться дальше. А нам интересно, интересны люди, которые хотят без крутых стопов, результатов, как и мы. без потолков. Да, поэтому первая честность, второе амбициозность, и третье, наверное, это третье качество — это как бы готовность к командной работе. Окей, то есть не самостоятельный полностью, а такой, который, собственно, может, если что, и на лид коллеги ответить, но с ним потом пошерить прибыль. Например, да, можно и так сказать. Человек, который готов быть в команде, который не обособляет себя, не говорит, потому что есть люди, типа, я звезда, я классный, я крутой, типа, а эти, я не знаю, типа, ребята. Окей, понял, принял, спасибо. Сколько в твоей команде украинцев работает? Больше 100 человек. А сколько всего? У нас порядка 130 человек. То есть процентов 70 это украинцы? 80 точно. 80 даже. Окей, супер. То есть, ребят, смотрите, человек за границей дает работу больше 100 украинцам, а это 100 семей. Умножайте на 3 минимум, получите 300. Поэтому украинские работодатели за рубежом тоже вносят вклад. Кого считаешь конкурентом 1-2, может быть, по Турции своими? Есть у тебя Ты имеешь в виду среди агентств недвижимости? Да, или мы сейчас про агентств. По застройщикам я не думаю, что там сейчас есть смысл обсуждать, а вот меня агентство интересует. Я могу сказать, но это будет прям как прямая реклама. Да, тогда, окей. Можешь тогда... Я скажу так. Это украинские или это турецкие агентства? Не, украинских там точно нет. Из украинских мы понимаем, что мы уже много лет как бы на первом месте из компаний, которые в нашей модели работают. Окей. Да. Это либо турецкие компании, либо компании из нашей северной страны. А сколько у вас доля продаж постсоветскому пространству и иностранцев? Иностранцев, я считаю, в том числе и турков. Local. Вот просто цифру, там условно, процент. Пока что больше 90% это у нас постсоветская. Из них 70% это Украина, процентов там 15, может быть, это Казахстан. Остальной. Это Казахстан, потому что у нас там офис, Беларусь мы там активно продаем. Да? И остальные это там все подряд, большинство это там Прибалтика и там страны, как говорится, там Узбекистан, Таджикистан и так далее. Понятно, Средняя Азия. Да. Принял. А вот хороший вопрос был. Ты вначале сказал, что ты инвестируешь в недвижимость, реинвестируешь. Если у тебя было бы $200 000 сейчас, точнее, наверное, у тебя они есть. Давай представим, что у тебя есть те, которые нужно сейчас потратить. Куда бы ты их потратил? В Турцию? На Бали? Или в Варшаву, например, в Польшу? Дай больше вводных. То есть это... Вводные, смотри, задача получить доход. А доход получить, давай 2 модели, но только очень коротко. Либо это аренда, либо это перепродажа. У тебя срок там, например, условно, в дистанции 5 лет. Окей, у меня при этом нет других инвестиций, это весь мой портфель, да, условно? Нет, мы говорим сейчас конкретно про тебя. Про твое личное. У тебя есть что-то и так далее. Мы не говорим это как MVP-модель для кого-то. Мне интересно твое мнение. Куда ты вложишься? Есть еще 4-й вариант. Украина. Смотри, в Украину сейчас я не вижу перспективы вложения. Честно, да. И более того, я считаю, что это просто сюр и абсурд, то, что сейчас делают люди. Я знаю кучу людей, которые вкладывают там в Буковель, типа в Западную Украину, там, где цены выросли по сравнению с довоенными. 5000 квадратный метр в Буковеле. Это просто трэш. 15% годовых, ты веришь в это? Нет, не верю. Это может быть на коротком этапе. То есть они могут сделать 15% годовых там в течение года. Я думаю, только на перепродаже, если они зашли на каком-то там давно-давно. На аренде это невозможно.
При 30-40% При определенных загрузки. условиях. Но это возможно, знаешь как? Это вот если человек купил на самом-самом типа начале этого пика, ну, этого роста, как бы он купил по самой низкой цене, он успел там поздавать по самой высокой цене, вот какой-то год у него будет 15%. Но, во-первых, рынок сильно подрос по ценам, то есть дальше они все уже покупают дороже. А во-вторых, он подспадает по арендной доходности, потому что уже нет этого ажиотажа, и объектов стало уже больше. Верно. И поэтому вот эти 15% ты смог показать один раз, один год, когда ты успел зайти по самой низкой цене и еще застал самые высокие цены аренды. Но дальше эта сумма она точно сильно упадет. Поэтому все, кто побежал за этим трендом, ну, я же говорю, для меня это сюр. То есть я считаю, что это супер нерациональное поведение людей, которые не готовы просто как бы посмотреть за пределы границы страны. То есть, и это большое количество, как ни странно. К сожалению, да. Окей, возвращаемся к вопросу. 200 тысяч. Украина минус. Есть Польша, есть... Польша, почему я взял Польшу? Потому что мы сейчас находимся в Польше. Ну, во-первых, мы в Польше, в Варшаве. Во-вторых, здесь очень много украинцев. Может, у тебя тоже модель здесь. В-третьих, я, насколько знаю, вы тут тоже определенную как бы экспансию планируете делать. Как минимум на украинскую аудиторию. Бали, потому что, мне кажется, я тебе год назад или полтора задавал похожий вопрос. И ты хотел, но почему-то потом по определенным, наверное, причинам ты передумал инвестировать. Если ты помнишь, у нас был такой с тобой диалог. Да. Ну и Турция, понятный для тебя рынок. Но опять же, давай откровенно, Турция тоже сейчас в коррекции. Вот ответь, пожалуйста. Смотри, я тебе отвечу как есть, а не так, чтобы это было там коротко для канала. Нет одного ответа. То есть я, в принципе, все время в таком состоянии нахожусь, когда ищу какие-то варианты. Я просто выберу тот вариант, который на момент моего поиска будет наиболее интересным. Это может оказаться и Бали, это может оказаться и Турция, это может оказаться Кипр, то есть на Кипре я тоже инвестирую. То есть те направления, в которых Таиланд. ты разбираешься, да? Да, направления, в которых я разбираюсь, в которые я верю. Вот я тебе перечислил, в принципе, те направления, из которых я буду выбирать. Окей. Ну, в принципе, это те направления, которые я тебе и задал. То есть, и конкретного ответа сейчас у тебя нет. Но это честно, потому что я не выбираю никогда, что вот у меня есть цель купить именно вот квартиру там на Бали или именно квартиру в Турции. Ко мне стекаются так или иначе разные инвестиционные интересные варианты, когда какой-то из них очень интересный. Ну, собственно, То есть ты подождешь, соберешь информацию по рынку и выберешь самый лучший. Да, абсолютно Окей, верно. принял, спасибо. Давай чуть-чуть дополню мысль. То есть при условии, что у меня, например, там в этот период у меня собралось там несколько инвестиций в Турции, но нет сейчас инвестиций там на Бали, все продал, ничего нету. Тогда я, конечно, сделаю там больше акцент на Бали, поищу, что там такого классного. Или, например, там в Таиланде, вот мне нравится Таиланд, но там я продал, у меня сейчас нету объектов в Таиланде, значит я поищу, что есть в Таиланде. Но если у меня плюс-минус как бы там и там, грубо говоря, там одинаковые инвестиции или нет инвестиций, а я считаю, что этот рынок интересный, то я буду там просто более целеустремленно искать. Ну, вот так. Из того, что я понял, ты точно за диверсификацию. Если у тебя портфель переполнен определенными активами, как мы говорили про Украину, зачем снова увеличивать? Посмотрите дальше, чтобы там условно была какая-то диверсификация этих камней. Да. Принял. Хорошо. Мы затронули с тобой Турцию чуть. Дай, пожалуйста, свой прогноз по рынку Анталии, тоже какой-то такой. Вот давай возьмем в проекции 2024 года. Анталия. Меня интересует Анталия. Почему? Ты знаешь, мы строим в Анталии. Да. И меня интересует Анталия. Поэтому прогноз вводный мы все знаем. 3,5 миллиона человек, 10 миллионов туристов и один из самых больших городов в Турции. Мой прогноз... Ты имеешь в виду прогноз по ценам, будут ли они расти или падать? Прогноз давай, вот сейчас есть коррекция в Турции, мы же с тобой честно, откровенно. Давай, вот ты считаешь, она замедлится, она остановится, либо она будет больше прогрессировать? Слушай, ну мое мнение, что коррекция прогрессировать не будет в ближайшее время. Ну, сейчас, почему у нас, собственно, случилась эта коррекция? Потому что в 2022 году цены прям сильно полетели вверх. Согласен. То есть... Как бы с точки зрения туристического спроса, вот Анталия, Алания — это такой регион, куда много приезжает и наших сограждан, и другие страны СНГ. Поэтому они так или иначе влияют и на рынок туризма, и на рынок недвижимости. За счет того, что в начале 2022 года украинцы поехали, убежали от войны, РФ убежали от мобилизации, Казахстан и Прибалтика убежали от стрёмных соседей.
и получается, что все приехали и все начали активно покупать недвижимость. Поэтому в 2022 году цены так существенно выросли, турки всегда рады стараться, как бы им типа отлично привозите свои денежки, и, соответственно, в 2022 году рынок сильно вырос. Потом истерия спала, то же самое, кстати, было в Дубае вообще там русские впервые вышли там на первое место по покупкам недвижимости. Вообще. Там чек просто другой. И в Турции они же тоже тогда вышли в 22-м на первое место, хотя всегда это первое место занимают там Иран, Ирак, Германия, там другие страны совсем. Вот. 24-й год. В 23-м цены как бы начали корректироваться, но они уже скорректировались. Вот за последний год они уже скорректировались. Вернулись, я бы сказал. Да, но не полностью вернулись. Они еще не дошли вот до низа, до того уровня, который был там в 21-м, скажем. Но они не дойдут. Ну, слушай, материалы выросли, они не дойдут, все потому выросло. что цена выросла. Да, цена выросла материалов, цена выросла другая. земли. Я думаю, что там какой-то длительной глубокой коррекции ждать не стоит, но и роста сейчас тоже ждать не стоит. Я думаю, что вот ближайший год точно это будет как бы такое, знаешь, болтание на месте. То есть как сейчас, цены. да? Плюс-минус, если мы говорим про Анталию, то цена за квадратный метр 3-4, вот такие, да, примерно цифры будут. Ну, иначе никто строить не будет, потому что себестоимость строительства сильно выросла. Ну, как бы сейчас и так на вторичном рынке, или даже некоторые застройщики, которым там срочно надо продать, они продают условно по себестоимости. Я не думаю, что кто-то начнет строить и продавать там ниже своей себестоимости. Согласен. А что думаешь по Бали? Ты недавно был там с туром, я знаю, вы там открываете сейчас представительство. Я очень хорошо помню, когда я тебе первый, в принципе, один из первых, наверное, сказал про Бали, предложил тебе туда даже инвестировать лично и сказал, обратите внимание на этот рынок как агентство. Мы тогда провели в июне или в июле, помнишь, первый вебинар, но фактически первые продажи, насколько я знаю, у вас там осенью пошли по Бали. Из таких нет, вот. мы на самом деле, первые продажи у нас там были несколько лет назад. То есть в принципе, я просто помню, в фокусе не было его. Да, у нас, фокус мы на Бали взяли такой значительный в 23-м, если честно, может быть и поздновато. То есть, Бали был среди направлений, которые мы продавали, но как бы, условно говоря, у нас есть такие направления фоновые. Люди обращаются, как бы мы им предлагаем, мы им показываем, мы им помогаем выбрать варианты, но мы не делали там упора, рекламы, там каких-то ивентов и так далее. То есть в 23-м году мы решили, что мы делаем больше упора на Бали, больше упора на Таиланд. То есть у нас за счет вот этой коррекции в Турции, там определенного спада, мы в Турции сфокусировались на объектах, которые ниже рынка, то есть там, где мы можем у девелопера взять там какие-то существенные скидки, или у него изначально там цена сильно ниже рынка, или мы можем, грубо говоря, там на вторичном рынке что-то интересное найти, или там подрядчики строительные, которые отдают там свои квартиры с дисконтом. То, что в Турции сейчас рынок дисконта, то есть все хотят там получить что-то там по хорошей цене. Да. А Бали, собственно, рынок, который находится, наоборот, на стадии вот такого активного развития и роста. Поэтому Бали и Таиланд, мы видим вот такие два азиатских тигра, которые сейчас там растут и прогрессируют. И, в принципе, там кому-то нравится Бали, кому-то нравится Пхукет, кому-то нравится и то, и другое, но мне как бы оба рынка кажутся интересными. Они не сильно похожие, но как бы они оба интересные. И, вот Турция, Кипр, в принципе, это наши сейчас 4 основные направления, которые мы там активно продвигаем и продаем. А по Бали ты вот больше склоняешься к какой модели? Сценарий? Сценарий может быть, мне кажется, он позитивный, не только потому, что мы там строим, но и в целом я смотрю про динамику, про то, что там есть международный трафик, там доля постсоветского пространства русскоговорящих, 1,5%. Да, то есть это не то, знаешь, условно, если наши перестали покупать, то все, значит, никто не будет покупать, это неправильно. Там есть азиаты мощные, локал, сама Индонезия большая, плюс есть достаточно хороший Австрал. То есть у них очень такой динамичный подход. Меня интересует другое. Вот что ты видишь, какие объекты интересуют людей? Потому что сейчас, то, что я смотрю на Бали, появляется очень много разных объектов. Причем цена начинает сильно отличаться от нормальной цены. Мы с тобой в твоем интервью недавно... Ты имеешь в виду в меньшую сторону? Да, мы с тобой в твоем интервью говорили, что на Бали, строительство дороже стоит, чем в Турции, на порядок. И качество там нужно определять. И вот твое мнение, какие объекты на Бали, вот по твоему ощущению, по, может быть, продажам вашего агентства, более популярны?
И вот как ты считаешь, куда будет расти рынок? Или если не расти, то как он будет видоизменяться с точки зрения, может быть, консистенции, качества? Ну, рынок идет за спросом, то есть чего люди хотят, туда он, собственно, и движется. Мы, ну так если подрезюмировать, то действительно русскоязычный сегмент, он не такой большой, то есть Бали покупают все. На первом месте там, в принципе, вообще индонезийцы сами, то есть они приезжают и покупают в том числе. Они понимают перспективы этого рынка, они понимают, что там много иностранцев, и они, собственно, приезжают и покупают. Если брать по турпотоку, то индонезийцы, в принципе, на Бали это вообще 50% турпотока, это индонезийцы. На втором месте австралийцы, они там больше 10% это австралийцы. И дальше пошли азиаты, там Китай, Гонконг там, и так далее. Европейцы, канадцы, американцы. То есть я смотрел какую-то статистику, в которой там по приехавшим на Бали людям там из 8 миллионов там за год украинцев 15 тысяч. То есть это вообще ни о чем. Ну как бы так, близко к нулю. Поэтому мы как бы здесь не законодатели мод на этом рынке, но в то же время вышло несколько там украинских девелоперов, и крупных, и некрупных. Куда, собственно, движется спрос? Я думаю, что он движется в сторону таких системных больших решений. Ну вот, грубо говоря, ты пошел в эту сторону. Ты же не стал там делать проект на там 5 таунхаусов, как все. Да, потому что Бали, в принципе, это больше рынок вилл и таунхаусов. Даже вот по статистике, там, что было построено за последние 2 года, то есть порядка 70% это виллы и таунхаусы, и только 30% это апартаменты. Это если брать то, что было построено за последние 2 года, и то, что строится сейчас. То есть апартаментов не так уж и много. Хотя, ну, когда идет массовый спрос, то как бы, ну, на апартаменты появляется там больше акцента, больше желающих и так далее. Поэтому я думаю, что спрос будет идти в сторону увеличения процента вот комплексов с апартаментами. Это раз. Второе, спрос будет идти в сторону крупных проектов, там таких больших системных решений, где у тебя, да, инфраструктурное решение, у тебя все есть в проекте. У тебя там есть там руфтоп-ресторан, у тебя есть там много инфраструктуры на территории комплекса, где ты можешь вот пользоваться всеми там благами цивилизации, не отходя далеко от кассы. И в этом случае ты можешь заходить даже там в какие-то не сильно популярные локации, потому что в Чангу места уже не хватает, там уже как бы все застроено, перестроено. Ну и в принципе уже пошла эта тенденция, то есть там киевский застройщик Tarian Group, они пошли строить там подальше вот от всей цивилизации, но они строят там большой проект, в котором там они закрывают все. Типа резорт делают. Да. Еще есть там проект, не помню точно название, Наоми, Нуона, там что такое, который строит там страна 404, и, соответственно, там получается тоже как бы тоже крупный масштабный проект, и тоже он далеко от популярных вот локаций, типа Убуда, типа там Меласти и Букита, Чангу и так далее. Ну и плюс мы видим по истории Паркю, крупнейшего на данный момент застройщика на Бали, что они не боятся выходить на такие относительно новые рынки, строить там крупные проекты, и туда подтягиваются уже другие застройщики, то есть создают новые какие-то притяжения инфраструктуры. Ну вот, в принципе, этот тренд будет продолжаться, то есть будут застраиваться крупные проекты, будут строиться апартаменты. Слушай, ну вернемся снова к цифрам, которые ты не любишь. Но давай уже поговорим про, наверное, не ваши, а ваших клиентов. Какая самая большая сделка по цифре была у Hyatt Estate? Слушай, ну у нас не так много там мультимиллионных сделок. У нас были покупки вилл там за 5 миллионов, мы продавали интересно. за 5 миллионов. Это виллу. Какое направление? У нас были, мы продавали виллу в Бодруме за 5 миллионов, мы продавали виллу в Испании за 5 миллионов. Это украинцам? Да, в обоих случаях. Интересно. Это за последний там год-два, да? Да. Супер. А по поводу заработка брокеров. Сколько средний брокер зарабатывает в вашем агентстве? Вот видишь, я и свои деньги не люблю считать, и чужие не считать. Ну, я тебе скажу так, что у нас есть несколько брокеров, которые за год зарабатывают шестизначную сумму в долларах. За год? Да. Но я не скажу тебе среднюю, то есть я не высчитываю. Я знаю, что, условно говоря, плохой брокер, он может и ничего не зарабатывать несколько месяцев, и мы с ним попрощаемся. А хороший брокер, да, вот он может за год просто сделать такой там, максимум больше сказал, 100 тысяч долларов. Я с Костей Писаренко общался по Дубаю. Он сказал, что средний заработок брокера в Дубае от 5 до 10 тысяч.
долларов в месяц. Ну, если он делает 10 тысяч, то он же и зарабатывает уже больше 100 тысяч. Искусственный интеллект. Убьет ли он брокеров, как ты считаешь? Потому что сейчас ты видел, вопрос, да, решений куча. Вопрос. Вот твое мнение. Он не уберет брокеров, потому что человеку всегда хочется, я тебе знаешь, как скажу, человеку хочется даже не просто пообщаться, проконсультироваться, ему хочется в какой-то мере переложить на кого-то ответственность за свое решение. И в большинстве случаев это несознательно, он сам себе в этом не отдает отчета, но как бы вот я это заметил очень четко по психологии клиентов, что он, ну вы же мне посоветовали, ну вот он хочет услышать как бы решение брокера, что ему взять. Вот брокер ему предложил несколько вариантов, а какой бы вы взяли, а что, а как. Поэтому, а на искусственный интеллект ты все-таки не переложишь, он обезличен. Ты как бы, мне посоветовал искусственный интеллект, это типа не катит, ему все равно захочется услышать мнение живого человека. Поэтому искусственный интеллект упростит, он как бы уберет какие-то звенья, скажем, из цепи действий, которые осуществляет брокер, он оставит только меньшее количество брокеров, скажем, в профессии, и это будут более эффективные брокеры. Но он не сможет полностью их убрать, скажем, из цепочки. 3 совета начинающему инвестору именно в недвижимость. Первое. Прежде чем инвестировать, нужно хоть базово этому научиться, разобраться. Вот мы, поняв эту, скажем, необходимость и эту потребность рынка, мы сейчас вот заканчиваем образовательный курс по разным странам, по недвижимости в разных странах. Есть курсы отдельные там по Дубаю, отдельно там по недвижимости там Бали и так далее. Мы делаем общий курс по недвижимости в разных странах. Вот, я не знаю, этот курс, это какой-то B2C другой получается курс. продукт. Ты его делаешь для конечных инвесторов, не для брокеров. Мы сейчас заканчиваем для брокеров, и после этого хотим сделать такой же для широкий. Инвесторов. Да, Окей, широкий. принял. Это точно вот, ну, с нами, без нас, но надо точно сначала чему-то научиться, сначала выучить, а потом уже как бы в эту сторону смотреть. Это первое. Второе, даже там пройдя какой-то курс, ты будешь понимать, на чем акцентироваться, на что обращать внимание, но если ты в этой стране не живешь, ни в недвижимости, ни в материале, то тебе точно нужен как бы там советчик, брокер, который кому ты доверяешь, кто тебе нравится, кого тебе порекомендовали или за кем ты там следишь в соцсетях, ну, человек, который в этой сфере как бы экспертен, потому что очень много видел кейсов, когда люди там наугад, грубо говоря, ходили по застройщикам с размышлением, что я пошел, схожу, мне там дадут лучшие условия, но он может прийти к застройщику, у которого цена на 30% выше рынка, получить скидку 5%, там, обрадоваться, сказать, класс, я типа пришел напрямую, мне дали скидку, а может этот застройщик там ничего не достроил, а может у него плохая репутация. Он об этом даже не знает, потому что он ни с кем не общается как бы на эту тему. Поэтому первое — учиться. Второе — работать с экспертами. Третье — понимать свою стратегию, как бы свои цели, свои задачи. Долгосрок, да, или короткий срок. Да, потому что должен быть четкий, понятный запрос, чего он хочет. Очень часто люди приходят, ты начинаешь задавать вопросы, что вы хотите, чего вам надо, а он типа... Я хочу, чтобы это можно было хорошо перепродать, чтобы оно классно сдавалось в аренду, чтобы я тут мог жить, чтобы я приезжал на отдых. Там, ну, в общем, он хочет все и сразу, а оно так не получается. То есть какой-то объект больше подходит под одну задачу, какой-то под другую. Ну, надо понять, что тебе надо. Окей. Твоя личная цель на 2024 год. Можешь, ты же финансовые не любишь. Можешь сказать какую, не знаю, новую страну или что ты там запланировал себе? Ну, у меня есть как бы несколько целей, да. У меня есть, каждый год я перед собой ставлю цель посетить там 10 новых стран, в которых я еще не был. Ну, в этом году я вряд ли ее осуществлю, потому что у меня очень много запланировано поездок в страны, в которых я был. У меня есть цель, там, скажем, максимально выйти из операционки в бизнесе. То есть на данный момент у меня есть SEO моей компании агентство недвижимости и есть SEO в девелопменте. То есть вот 2 человека, с которыми я больше всего общаюсь по компании, и, соответственно, я потихоньку выхожу из операционной деятельности для того, чтобы оставить на себе больше визионерской составляющей. Поэтому вот это, наверное, одна из основных целей и задач. Ну, я тебе скажу, это цель задач каждого владельца бизнеса, и каждый раз он ее пересматривает, потому что полностью выйти из компании это не всегда возможно. Нет задачи полностью выйти. Ну, переложить ответственность, это слабо возможно, согласен. Да. Визионерство — это важная цель, и мы должны
заниматься репрезентативной функцией в наших бизнесах, нежели, ну, скорее больше функцией такого общего контроля. Еще одна такая личная цель. Я в этом году хочу до конца года написать книгу. То есть вот я сейчас этим... У меня сейчас как бы процесс такой. Я сначала как бы перекладываю функции SEO, потом пишу книгу. Вот я сейчас нахожусь на этапе, когда я уже там активно перекладываю функции на SEO. О чем дальше буду писать. В первую очередь о недвижимости, о инвестициях. Да, о бизнесе, о инвестициях, о своей в этом роли, позиции. Понятно. И так далее. Ну, книга сейчас тренд, лид-магнит такой по привлечению в том числе клиентов. Я уже писал. Видишь, хорошо. Работает? Нет, до этого я писал довольно давно, и это было как бы на тему, это были художественные книги, там, исторические. Класс. Слушай, ну, давай какую-то полезность еще, кроме контента, дадим нашим подписчикам. Давай за самый интересный вопрос к тебе, или по рынкам недвижимости, например, Бали, Турция, из тех, в которых ты являешься экспертом, у меня есть определенный досвід. Мы разыграем что-нибудь с тобой. Давай консультацию. Окей, могу. Онлайн, часик сможешь там уделить внимание. Я думаю, это будет полезно. Как минимум для подписчиков точно. За самый интересный давай. Если у человека есть вопросов на часик, я могу ему и часик отвечать, но если как бы там вопросов будет парочка, то я думаю, мы управимся быстрее. Я, в принципе, мы до часа точно финалим, потому что там так или иначе может быть. Хорошо. Тогда что, друзья, надеюсь, выпуск был интересный. Подписывайтесь на наш канал, ставьте все возможные реакции, колокольчики и так далее. Не забывайте о том, что каждую пятницу мы выходим в эфир и делимся интересной информацией. Лайфстайл, бизнес, инвестиции. Слава, спасибо тебе. Супер, спасибо. До встречи. До новых встреч.